Всем привет, меня зовут Эд, и вы на канале Проект Магнит. И сейчас вы услышите 3 истории, которые связывают наших героев с стремлением сделать этот мир чуточку лучше. Первая история расскажет о сестрах, которые решили бороться с мусором на Бали. Что у них вышло, сейчас узнаете. Эти 2 сестры, Изабель и Мелати Вейсен, в один день решили покончить с проблемой мусора на Бали. Им надоело видеть этот полиэтиленовый ад и осознавать, что никто с этим ничего не делает. И кто бы мог подумать, что 2 девочек-подростков смогут на что-то повлиять. Сестры решили запустить свою кампанию в борьбе с загрязнением окружающей среды и назвали это Bye Bye Plastic Bags. Они начали вовлекать в уборку мусора взрослых и детей, постепенно расширяя границы вплоть до того, что организовывали массовые уборки пляжей, чем и привлекли внимание СМИ. Вначале девочкам было сложно. Они много недель раздавали флаеры и просили людей помочь очистить пляж. Но потом, когда у них стало получаться, девочки пошли еще дальше и стали участвовать в телепроектах, объявляли голодовку и даже добились встречи с генеральным секретарем ООН. Они тяжело работали и упорно шли к своей цели, которая несла с собой судьбоносное значение, и у них получилось. И теперь губернатор Бали официально подписал бумаги, говорящие о том, что с 2018 года на острове будет запрещено использование полиэтиленовых пакетов. Когда видишь, как эти 2 девочки на глазах у всего мира, можно сказать, спасли целый остров, то невольно думаешь о том, что и ты сможешь в своей жизни многого добиться, стоит только приложить усилия и верить в то, что ты делаешь. А сейчас вы познакомитесь с одним из самых молодых директоров школы в мире. Он взялся учить английскому языку и другим предметам обычных детей. И, пользуясь случаем, хочется поблагодарить спонсора этого ролика, приложение HiNative, которое упростит жизнь абсолютно каждому. С помощью этой программы вы сможете изучить иностранные языки. HiNative поддерживает более 110 языков. Вы можете загрузить приложение на iOS и Android, а также использовать его через браузер. Что касается регистрации, то тут все просто, можете через почту, Twitter или Facebook. Далее выбираете язык, которым свободно владеете, и уровень его знания. После чего настраиваете страну, язык которой знаете хорошо. Далее выбираете регион, язык которого хотели бы изучать. С помощью приложения вы можете задать вопрос легко и просто благодаря встроенным шаблонам. Также вы можете получить ответы на ваши вопросы от носителей изучаемого языка. И более того, для улучшения вашего произношения вы можете загрузить голосовую запись интересующей вас фразы и получить рекомендации по произношению, в том числе и в формате аудиоответов от носителей языка. Что самое главное, основные функции HiNative бесплатны, но также имеется премиум-версия, включающая в себя несколько очень полезных функций. Переходите по ссылке в описании и скачивайте данное приложение. А теперь продолжим. Как всем нам хорошо известно, в Индии есть много городов, в которых каждый 2-й житель не умеет писать и читать, и таким городом является Муршидабад. Детей там чаще всего с 5 лет уже отправляют работать в поле или пасти скот, тем самым лишая их образования. Вся эта ситуация очень сильно не нравилась Бабару Али. Сам он стал первым человеком в своей семье, который пошел в школу. Ему повезло, что отец сумел собрать деньги и купить книги и форму. Бабару приходилось идти пешком около 3 километров в другой город, чтобы успеть на первый урок. Мальчик любил заниматься и не жалел для этого ни сил, ни времени. Но откуда он мог знать, что его действия были началом великого дела, которое он развернул в столь молодом возрасте? Мне было сложно добираться до школы, потому что я жил слишком далеко. Но преподаватели так интересно проводили уроки, что я не мог лишить себя такого шанса. Мои родители придерживались такой же позиции. Я должен был получить самое лучшее образование, вспоминает Бабар Али. Так вышло, что его путь в школу проходил мимо полей, где работали его сверстники. Однажды он предложил им поиграть в школу и в доступной форме рассказал детям, что сегодня учил на занятиях. Так во дворе одного из домов по вечерам начал собираться класс из 8 человек, а сам Бабар, будучи 9-летним мальчишкой, стал самым молодым учителем в мире. Число желающих научиться грамоте начало возрастать, и за каких-то 4 месяца достигло 800 человек. Отец Бабара Али, увидев, что происходит, всеми силами помогал сыну. Купил книги, доску, организовал место проведения уроков и прочее, так как видел, что сын занимается благим делом.
Таким образом, благодаря усилиям 9-летнего Бабара Али, уровень грамотности в Муршидабаде стал подниматься. Когда в конце учебного дня мои одноклассники наслаждались свободным временем и бежали играть в футбол, я ровно с 16:00 до 18:00 учил детей. Какой бы материал нам ни давали на занятиях, я решил полностью его воспроизводить для своих учеников в деревне. И, конечно, я старался себя вести как самый настоящий директор школы, рассказывает он. И вот сейчас ему 23 года, и он по-прежнему преподает. Но сейчас ему уже помогают вести занятия другие ученики, которые в совершенстве освоили те или иные предметы. Одним словом, он организовал настоящую бесплатную школу и изменил судьбы тысячи детей. Да, именно изменил, так как грамотные люди там на вес золота и никогда не пропадут. Бабар сумел сделать невероятное и продолжает с упорством свое дело и говорит, что хочет преподавать до конца своей жизни. И пусть его жизнь будет долгой. А это Виктория Валикова, и она из Уфы. Она родилась в семье инженера и врача. Окончила университет, стала специалистом по тропическим болезням и, дабы подкрепить знания на практике, отправилась работать волонтером в глухой район Гватемалы. Она многое там увидела и пережила. Была и медсестрой, акушером, хирургом и инфекционистом, а также просто человеком, который выслушает и успокоит. Она настолько прониклась всем этим, что решила вернуться в Россию, собрать денег и построить в горном районе все той же Гватемалы госпиталь. За несколько недель ей удалось собрать около 1 000 000 рублей, а вместе с этим и команду, готовую строить и лечить. Она очень трепетно подошла к набору персонала, так как там в горах решался вопрос жизни и смерти, и туда могли поехать только лучшие специалисты в своей области. Вот что говорит сама Вика. Я никогда не думала, что уеду из России. Много путешествовала, но считала, что дальше стажировки за границей дело не дойдет. Россия мне как мама, а Гватемала как невеста. Я ее выбрала и, очевидно, надолго. Клинику нужно не только построить, но и запустить, а потом курировать. Так что уезжаю на пару лет, не меньше. Мы даем им возможность жить хоть немного лучше и не умирать от излечимых болезней. Слава богу, есть люди, которые понимают, что мы делаем доброе дело для тех, кто не живет, а выживает. И они нас поддерживают. На вопрос, зачем люди это делают, у меня нет четкого ответа. Да, мы набираем идейных людей, тех, кому нравится то, чем мы занимаемся. Однако даже если человек предлагает денег за то, чтобы работать с нами, но не отвечает необходимым требованиям, то он получает отказ. Кроме того, люди должны понимать, что это не детский лагерь, а серьезный проект. Мы набираем профессионалов. Я искренне убеждена в том, что какими бы ни были истинные причины, будь то спасти всех черных людей в кавычках или красивая запись в резюме, люди, которые идут на подобное, делают этот мир лучше. И я симпатизирую им больше, чем тем, кто игнорирует происходящее вокруг. Малышу, которому вы спасли жизнь, глубоко плевать, зачем вы это сделали. И мне, собственно, тоже. Вот такая вот прямолинейная девушка-герой из Уфы. Респект вам, Вика. Я надеюсь, это видео дойдет до вас, и вы в лишний раз убедитесь в том, что делаете правильные вещи. Всем спасибо за внимание. Поддержите это видео лайком, также поделитесь этим роликом, возможно, кому-то это видео станет полезным. Ну и, конечно же, будьте магнитом, притягивайте в свою жизнь только самое лучшее. До скорого.